Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре уникальный автодом, которого вы явно никогда нигде не видели. И перед нами хозяева его, это Максим, и Дина. Вот, сейчас мы вам расскажем, как это все устроено, какой из себя представляет внутренний дизайн, внешнее оформление, все-все-все. Итак, приступим. Я когда увидел этот автодом, я понял, что доселе мне такие автодома не попадались. Это интересная конструкция, я так понимаю, конструктор, да? Или... Это конструктор, да, это моя абсолютно собственная, скажем так, придумка, инициатива его сделать. Раньше это был пассажирский автобус, серийный пассажирский автобус японский, полноприводный, 24-местный. Я его модернизировал, модифицировал в удобный для проживания и путешествия автодом. И у него конструкция состоит, значит, он полноприводный, я так понимаю? Он полноприводный, сзади у нас парка колеса, передний мост подключаемый. Подключаемый полный привод. Когда нам нужно, мы можем подключить и ехать, так сказать, без проблем. Внешне у нас автодом сильно изменился. Почему? Здесь исчезли... Господи, стекла, пассажирские стекла, окошки, они исчезли, здесь мы заварили и все закрасили. Автомобиль покрыли специальным покрытием американским, полимочевина, так называемое, американское покрытие Line X, он не царапается, ему не страшны различные, скажем так, поездки в лесу, ветки, царапки. Вот. Ну и также, если кто-то даже захочет поцарапать ключом, что-нибудь нацарапать, здесь тоже никаких следов на нем не останется. Безусловно, в конструкцию автодома мы добавили внешние люки. Это с этой стороны можно обратить внимание. Здесь у нас туалет, выносная кассета для туалета Тедфорд. И водичка. Внешний душ. Внешний душ, да, внешний душ, который тоже работает с очень хорошим направлением. Напором воды, простите. Здесь у нас заливная горловина для второго топливного бака на 160 литров и заливная горловина для воды, для белой воды, так называемой чистой воды, на 200 литров. То есть общее количество дизеля? Общее количество дизеля у нас 250 литров. 250 литров при нынешнем двигателе, который здесь установлен, я также его модернизировал. Двигатель, запас хода у нас в районе 1000-1200 километров. Не сильно экономичный, да? Ну, не сильно экономичный, но нужно понимать, что вес нашего автомобиля 5 тонн. И у нас очень много всего, что мы везем с собой. Мы, скажем так, не путешествуем налегке с маленьким чемоданчиком. У нас вся наша жизнь едет вместе с нами. Не хватает только нашего собаки, которого очень дорого здесь возить, путешествовать, перемещаться через границы. И в результате двигатель V6? Двигатель 6.2 от конструктора GMC, General Motor Corporation, с автоматической коробкой передач. Мощность у него? Мощность у него не очень большая, но у него что-то в районе, честно, врать не буду. Хорошо, продолжим. Что у нас здесь? Да, наверху у нас внешний свет, экспедиционный багажник и внешний свет по всему периметру. С каждой стороны по два светильника Аврора, достаточно мощная, по-моему, 200 ватт. И спереди у нас очень мощная балка, тоже светодиодная балка Аврора на сумасшедшие ватты там какая-то, с внешними габаритными огнями. Когда мы едем, у нас RGB подсветка, мы можем забавлять других водителей, переключать с красного на зеленый, на розовый, на голубой цвет. Понятно. Вот такая забава. Здесь, значит, находится багажник, как Здесь я у нас багажник достаточно вместительный, большой. Если нужно, можем открыть. Так, ну, открываем. Да, здесь у нас сундучок. багажник. В ларчике у нас находится бензогенератор на 220 вольт, 3-киловаттный, достаточно большой, но нам необходимо, так как наш автодом немножко отличается от всех остальных домов. У нас есть и стиральная машина, у нас есть... Это мы потом. Да, это потом. Здесь у нас гриль, газовый гриль, который подключается, стульчики для, так сказать, для чиллинга, для кемпинга, ящик с инструментами, и там дальше у нас находится еще несколько ящиков вглубь, он у нас 1,5 метра вглубь. Ну, довольно-таки большой, багажник. Полностью под кроватью находится. Да, он полностью под кроватью находится, вернее, над ним находится кровать. Ну и, в общем-то, все, что нужно для жизни находится
грязное, все, что нужно для жизни, находится здесь. Все, что нужно для жизни чистое, находится внутри. У нас очень много шкафчиков. Понятно. Идем дальше. Пройдем дальше. Здесь у нас находится небольшой отсек для горюче-смазочных веществ. Здесь я храню масло, здесь мы храним канистры для топлива, ну, либо канистры с топливом. Вмещает он 250 литров его объем. Тоже на самом деле немало. Как я погляжу, красивая аппликация такая. Да, это аэрография, она тоже нанесена на защитном покрытии Line X, также американской специальной краской. Большая работа проделана была очень хорошим мастером, Сергей зовут его. А здесь у нас подключение 220 вольт, розеточка. Проходим дальше. Маркиза тоже есть, да? А маркиза, да, длина маркиза 4,5 метра, ну и вытягивается на 2,5 метра. Очень большая. Но сейчас здесь мы находимся в стесненных, скажем так, условиях. И перейдем в водительское Да, место. водительский отсек. Значит, тут у нас страны, которые посетил я, но не все, правда, не все наклеечки нашел. Вот, но тем не менее, здесь у нас водительское место, автомобиль праворуки, так как автомобиль оригинальный японский. Что у нас здесь есть? Здесь у нас есть управление светом, управление компрессором, главной передней фарой, так сказать, люстрой. Сиденье мы также заменили на более комфортное Recaro Orthoped. Здесь у нас находится лестница раскладная для доступа на крышу. А также здесь у нас есть управление, кстати, Андрей, вот что я тебе нашел. Здесь у нас также есть выключение массы автомобиля и подключение зарядка 12-24 вольта. Аварийное прикуривание для того, чтобы не лазить вовнутрь закрома, так сказать, автомобиля, не искать, куда подключиться. Посередине между мной и моим штурманом находится двигатель. Это место тоже мы используем в процессе поездки для хранения велосипедов. Мы их ставим внутри, для того, чтобы у злоумышленников не было даже мысли украсть их, если многие цепляют велосипеды снаружи. И многие расстаются со своими велосипедами, поэтому, чтобы спать спокойно, мы их храним внутри в специальных чехлах. Сейчас они вот там вот стоят, в специальных наших чехлах. Коробка автомата. Да, коробка-автомат. Коробка-автомат, двигатель 6.2 GMC турбодизельный. Отлично. А клиренс у него такой высокий, да? Да, он немножко повыше, чем стандартных автомобилей. К сожалению, не знаю в сантиметрах сколько, но пока что мы нигде не испытывали неудобств, потому что везде абсолютно проезжали. Я смотрю, вас Илон Маск посетил. Да, посетил и остался навсегда. Это спутниковая связь, навигация и интернет. Он работает абсолютно везде и достаточно недорого, очень комфортно на самом деле. Классно, да, тут у многих такая вещь. Просим вовнутрь. Вперед. Итак, мы внутри находимся, перед нами кухня, отсек. Что здесь у нас? Это кухонный у нас отсек, кухонный модуль. Здесь у нас мойка, дометик и плита. Она универсальная, можно закрыть сверху, разделывать, как и во многих автодомах, собственно говоря, ничего удивительного. Здесь у нас находится газовый баллон на 20 литров, отделение под мойкой для хранения, двойное сиденье для хранения, раскладной стол, и оператор у нас сидит тоже на стуле, который тоже рикаровское кресло, которое можно тоже использовать в процессе обеда. Выключатели света, 12 вольт освещения по всему автодому разделено на 4 зоны. Зона кухни, зона, так сказать, коридора нашего, зона спальни и общий свет ванной комнаты. Да. Здесь у нас в ванной комнате. Пол очень комфортный, такой яхт. Да, дерево. Это яхт. Не тик. Это не тик, это, на самом деле, открою секрет. Это китайское покрытие, оно под яхтенный пол, это пробковое дерево. Это пробковое дерево, оно клеится на любые абсолютно поверхности, и действительно, по ощущению, оно очень хорошее, да. И достаточно, в принципе, нормально оно моется, нормально пылесосится, проблем с этим не возникает. Так, я вижу управление печкой, да? Да, здесь у нас находится управление, где-то потерялась у нас кнопочка, управление печкой 2-киловаттный планар. Здесь находится у нас розеточки 220 вольт.
и розетки зарядные на 12 вольт. Окна все, здесь окна, а также здесь окна, все открывается, но мы все завешиваем, естественно, шторами, чтобы никто ночью на нас не подглядывал. И оно на самом деле очень комфортно. Скажем так, зимой теплее, потому что создается мостик холода, Да. ну а летом наоборот прохладнее внутри за счет завешенных штор. И солнце не попадает, и определенная воздушная прослоечка. Туда, если мы развернемся, мы увидим опять же наш водительский отсек и пассажирский. Здесь у нас находится большой шкаф для хранения вещей. Так, наверное... Да, здесь у нас шкаф для хранения вещей. Вещей, как я вам и сказал, мы возим очень много. Куча зимних, куча летних, все подряд. Тележка. А, Это здесь что это? это стол, раскладной стол для барбекю. В багажнике я понял. показывал барбекюшка, газовое барбекю. И этот столик мы выкатываем на пикнике, используем не только для барбекю, используем просто его как столик даже где-то в летучем лагере. Второй огнетушитель, да? Второй огнетушитель, да, обязательно для отсека. Первый огнетушитель вы, возможно, заметили в водительском отсеке. Но на этом история с огнетушителями не заканчивается. У нас их еще несколько в другом виде. Чуть дальше покажу. Интересно. Здесь полочки, да? Да, здесь антресоли для хранения вещей. Здесь у нас мультиварка, всякие кастрюли. Ну, в общем-то, storage для всего-всего. Микроволновка. Микроволновка работает 220 вольт. Вот, используется она у нас и на кемпингах, где есть подключение внешнее, и используется в процессе езды тоже без проблем. У нас мощный 3-киловаттный инвертор 220 вольт. Класс. Да. Так, дальше. Проходите. У нас Здесь у нас 110-литровый холодильник Vertifrigge, работает также от 12 вольт. Здесь у нас находится стиральная машина. Очень важная вещь в путешествии. Стиральная машина на 3 килограмма на загрузку. Работает также от 220 вольт. Но у нас, как говорится, большой проблемы с 220 вольтами нету. Потому что у нас достаточно много. У нас 600 ампер аккумуляторов. 3 батареи по 200 ампер часов. Прилично. Да, 2 батареи гелевые по 200 и 1 батарея литий-феррумная, также на 200 киловатт. Кухонная всякая утварь, посуда, кастрюли, вилки, ложки. Дальше проходим сюда. Здесь у нас находится кофеварка. Сердце автодома. Ну да, можно сказать, что сердце автодома кофеварка. DeLonghi находится. Кружечки здесь у нас тоже, а здесь у нас большой отсек для хранения всего вещи, наши вещи, наш дом. За исключением вот этих 2 отсеков, здесь находится второе сердце, основное сердце. Здесь у нас как раз энергосистема нашего автомобиля. Солнечный контроллер. Солнечный контроллер. Зарядное устройство для литий-феррумной батареи на 100 ампер, распределительный модуль, ну вот это сердце как раз нашей энергосистемы автомобиля. Внизу здесь у нас находится инвертор на 3 киловатта, BMS-контроллер для зарядки литиевой батареи и 2 батареи большие гелевые по 200 ампер часов. Так, отлично. Прямо неубиваемый. Ну, неубиваемые, но поверьте, все равно убить все можно. Ну, помимо вот этого всего, у нас еще на крыше 2 солнечные панели по 200 ватт. Хорошо, но тем не менее, сколько дней автономности можно полностью? С таким количеством воды, с такой энергией? Зависит, безусловно, индивидуально от потребления нашего. То есть мы можем... В среднем? Воды нам хватает обычно на неделю. На неделю нам смело хватает воды, вообще без никаких проблем. По энергосистеме все зависит от потребления. Если мы включаем фен, пользуемся микроволновкой, кофеварка. Кофеварка, честно говоря, ест больше всего. Вот. Но исключить ее из жизни мы не можем никак уже. Мы, можем сказать, кофейные наркоманы. Ну, я вижу, что есть еще одно очень мощное устройство. Это вот, я заметил, сверху встроено. Да, здесь у нас кондиционер. Кондиционер на 12 вольт. Он и кондиционер, и свет тоже дополнительный здесь в спальном отсеке, в спальном модуле.
Без этого действительно здесь в жарких странах невозможно, абсолютно. У нас в автомобиле два кондиционера. Один в самом автомобиле, ну, от двигателя, а второй автономный, здесь парковочный, который относительно негромко работает и очень комфортно спать, очень комфортно засыпать. Дальше. В этом отсеке у нас находятся инструменты, а также водяная система. Здесь у нас бойлер 12-вольтовый на 10 литров. И внизу находится бак, который наружный, мы видели заливку на 200 литров. А также насос 12-вольтовый, который создает высокое давление во всей водяной системе. То есть это не насос, который включается, когда мы открываем кран, а он сразу накачивает воду, и сразу у нас давление всегда есть в системе. Ну да, такой же, как... Да, в принципе, здесь у у меня. нас, сюда проходите, пожалуйста. Здесь у нас душевая кабина и туалет. Туалет Тедфорд. Да, с съемным этим модулем, кассетой. Общая длина нашего автодома 7 метров. И, ну, в общем-то, если мы находимся, кто-то находится в спальной комнате, кто-то находится в кухонной зоне, мы друг другу не мешаем, друг другу на хвост не наступаем. Вот. Ну, как видите, у нас достаточно далеко. Ну, я так понимаю, сборка это индивидуальная была? Абсолютно все индивидуальная сборка. Абсолютно все кастомное и придумано мной, не кем-нибудь другим. И мебель, и расстановка. В общем, ну, безусловно, я это все подсмотрел у других производителей. Вот, но все унифицировано, сделано под этот автомобиль, придумано самостоятельно. А собирал? Собирали в нескольких местах. Собирали нам, что-то делали в Краснодаре, что-то делали... Ну, сам кузов делали, кузов, окна, покраску делали в Краснодаре, мебель делали в Москве, двигатель меняли в Беларуси. По каждому, конечно же, я не буду ни в коем случае, хоть у меня в целом все получилось хорошо, но я не буду рекомендовать тех людей, кто сделал это, потому что за каждым пришлось очень много переделывать. Настолько много, что некоторые вещи я даже сейчас в процессе переделываю. И за мебельщиками, и за покрасчиками, кто варил кузов. И, в общем-то, ну, забот много. Но это, наверное, такой крест, который придется нести каждому, кто захочет делать кастомный автомобиль. Это такая история кастомная. Да. Здесь есть проход в багажный отсек? Да, багажный отсек тоже есть. Отсюда люк. Можно под кроватью пробраться, если кому-то нужно. И в багажник вообще без никаких вопросов. Отлично. Подогрева пола, наверное, нет. Подогрева? Нет, подогрева пола нет, но, как видишь, у нас здесь вот это вот как раз покрытие, оно мягкое и по ощущению оно теплое. Даже в холодную погоду мы были, да, мы накрываем еще сверху ковриками, ну это, скажем так, для уюта. На самом деле ходить даже в холодные времена года, в холодные страны мы ездили, вообще либо босиком, либо в носках ходится без особых проблем. Отлично. Здесь тоже спереди столько места, можно прямо лежать. Да, у меня была мысль, вернее она не была, она появилась сейчас, что вот это все место переднее, что сделать здесь кровать, сделать здесь большую королевских размеров кровать, которая будет, как в многих автодомах, поднята вверх и опускаться на лифтах, как говорится, сюда вниз. Потому что это пространство, когда мы на кемпинге, оно у нас практически никак не задействовано. Да, мы его, безусловно, используем хоть как-то, но по большому счету оно не задействовано. Сделать здесь большую кровать, а в той части сделать большой душ и туалет. Но это все уже мысли для нового проекта. Ну да. Вот, в мыслях он уже родился, уже где-то там глубоко обитает. Ну здорово, очень так уютно, комфортно, очень теплые цвета, потолок так приятный. Это дерево, это натуральное дерево, да, сосна, российская сосна. Классно. А это что, сабвуфер? Да, это у нас колонка, выносная колонка. Мы любим иногда, вот там слева, мы любим иногда послушать музыку. И на кемпингах послушать музыку. Не громко, но качественное звучание для нас важно, поэтому... Здорово. Да, в любой момент можно все предусмотрено. включить. Прям можно жить долго
и путешествовать бесконечно. Ну вот мы и живем. Ну, Мы и живем. Я думаю, что мы еще поговорим о наших путешествиях, обсудим это в следующий раз. А пока вы можете посмотреть этот обзор автодома. Я думаю, что он вам понравится. Такого вы точно не видели. Да, видели лучше, видели хуже, видели разное, но такого точно нету, не найдете. Да, это уникальный автодом. Да. Поэтому приятного просмотра. Все, всем спасибо. До встречи. Чао-чао. Пока.